Добрый день, говорит, и я надеюсь, очень хорошо показывает командный дом Vegas Squadron. И прямо сейчас на этом замечательном диване со мной сидит первый номер нашего любимого Dota 2 состава, Павел Хвостунов. Паша, привет. Расскажи, как у тебя дела, судя по тому, как ты улыбаешься, все вроде неплохо. Дела очень хорошо. Приехал сюда вот в этот коттеджный поселок. Перед официалкой сейчас уеду уже тренироваться, играть. Уже пора, скоро будет валить. Я так приехал посмотреть, что здесь как происходит. Приехал, называется, чем могу, тем помочь. Ну, собственно, вот. Смотрю, что здесь как происходит. Очень уютненько здесь стало, приятно. Все очень нравится. Здесь сейчас спириты тренируются. Соответственно, тренируется команда по лолу наша, веговская. Ну, в общем, приехал посмотреть, очень нравится. Вот ты к спиритам сейчас, кстати, зашел, чем-то перекинулись, может, какими-нибудь новостями или так тупо порофлили? Да не, какими новостями? Просто спросил, как у них дела, все хорошо ли там. Ну, где-то поугарали там на чем-то. Ну, просто такой дружеский разговор такой, ничего такого необычного. Угу. Вот сейчас уже прошло 1,5 месяца с начала года, небольшие итоги подведем. Хочется все-таки задать вопрос по StarLadder, хоть он и был давно. Вы обыграли в отличном матче Virtus.pro, но вылетели в четвертьфинале. Проиграли со счетом 0-2, но проиграли все-таки не кому-нибудь ЕГЭ. Вот какие ощущения от этого остались и что особого вы вынесли из того турнира? Ну, мы странно отыграли групповую стадию, групповой этап. В общем, то, что мы, допустим, думали, что не знаем, выиграем или нет, мы выигрывали жестко. А то, что мы, наоборот, думали, то, что мы выиграем, мы проигрывали. В частности, Wings. То есть мы сами себя перемудрили. Там на стадии драфта мы взяли все, чтобы делать одно, а потом вдруг решили делать совсем другое. То есть, грубо говоря, мы увидели их пик, знали, что к нам сейчас пойдет, допустим, агрессивная трипла, легко будет антимаг, и мы всячески усиливали наши триплы. Мы взяли в хард Фуриона, чтобы, если что, он прилетит, поможет. Мы взяли в мид Зевса, чтобы он ультой помогал, чтобы мы их точно там отхерачили. А потом внезапно в наши головы вселилась идея «пойдемте в хард». Непонятно, зачем мы согласились. То есть мы усиливали, и в результате, тем, что пошли в хард, мы сами себе всю нашу идею засрали и просто проиграли. То есть непонятные моменты. С Virtus.pro тоже как-то непонятно было. То есть, по-хорошему, там должна была быть совсем другая игра, мы не должны были так сидеть. То есть, вначале мы, там моментами даже я очень жестко накосячил. Мы просто сорвали. Мы, по идее, должны были доминировать, потому что пик у них там был против нашего не самый, как я вижу, лучший. В частности, как для себя, тут, я мог сказать, что если бы не пара ошибок на Эмбере, то могли бы там бегать, просто, завладеть картой. В результате мы не ошибались, подохли кучу раз, у них появилось преимущество. Потом, они ошиблись, там, начали нам что-то отдавать. Потом, там, где-то мы тоже ошиблись. Игра на ошибках, в результате которой мы сели как идиоты на хайграунде и сидели, просто ждали их ошибок, дождались. Не знаю, эту игру глупо обсуждать, просто сыграли. Плей-офф, нам дали ЕГЭ. Не знаю, как-то, что у нас пошло не так. Что-то у нас явно пошло не так, потому что мы, когда садились за компы, мы не были... мы были полностью уверены, что мы не отлетим 2-0. Мы были уверены, что если мы проиграем, то только в борьбе 2-1. И даже верили в победу. Даже планировали выиграть, потому что, мы знали, что мы можем делать, знали, что они могут делать. И были уверены, что мы победим. Но там пара косяков. Там где-то там что-то у нас, не буду рассказывать, там кое-что произошло. Там по игре тоже там какие-то косяки. В результате нас как-то поплавило, мы как-то проиграли. В общем, вообще в этом плане было все непонятно у нас. Сами не поняли, что произошло, но получилось вот это. Вот. Обидно было, конечно, проигрывать. Хотели выигрывать. Думали, что выиграем, но получилось вот так. Это StarLadder. А вот какие ты для себя, какую в первую очередь сделал выводы, какие, может быть, не знаю, один самый главный, чему-то научился особому? На StarLadder
Чему я научился? Ну, я даже не знаю. Ну, в плане игры я не помню. Ну, я не помню ничего такого, что мы прям... Ну, всегда, когда ты играешь, всегда находятся какие-то маленькие моменты, которые ты запоминаешь. То есть это постоянная практика, дота, все-таки ты каждый раз, когда играешь, ты бац, что-то произошло, ты у себя в голове отложил, что ага, вот это делать можно, допустим, или наоборот, это делать нельзя. То есть совершенствуются игроки постоянно в каких-то моментах. Там в один момент, допустим, ты говоришь, давайте сделаем это, допустим, это не получится, и ты такой потом после игры думаешь, ага, я это предложил, там, но у нас было вот это, не было вот этого, у них было то, мы это сделали, сдохли. Ага, значит, нужно делать это не так, а по-другому. То есть, ну, прогресс идет всегда. Вот, а именно чего-то конкретного, чтобы у меня запомнилось в голове, я не помню. Рассказывали, что было принято такое общее решение, что Соло станет драфтером и координатором. Вот скажи, что главное изменилось в вашей игре? Можно ли сказать, что он привнес что-то новое, что, может, даже со стороны незаметно? Ну, Леша, он, не знаю, может быть, он не хотел этого говорить, но, по-моему, он все-таки, у него было какое-то желание пикать, все это делать. То есть у нас не пошло в этом плане с Семеном, потому что даже где-то, если у Семена были какие-то, допустим, идеи хорошие, мы постоянно их перебивали какими-то своими идеями. То есть мы там лезли в его драфты, то есть немножко ему все портили в этом плане. То есть Семена тоже винить не надо, мы там тоже виноваты. Потому что там Семенов в голове стратегии, он хочет что-то пикнуть, и там кто-нибудь там, там вот этот герой здесь. Ну и Семен, все, у него стратегия ушла просто в никуда, он же все забыл, зачем ты взял этого героя. Ну, это главная проблема. У нас с Лешей сейчас бывает такой же, мы сейчас, это уже фиксим. Вот. А так вообще, с Лешей стало как-то, игра изменилась, причем очень сильно. У нас появилась куча новых драфтов, Леша не боится ничего брать, вообще не боится. Всем это очень нравится, потому что у нас уже, в каких-то моментах сложно там предугадать, что мы возьмем, потому что, может всплыть почти любой герой. Это вот с Лешей мне очень нравится в плане неожиданности. А вообще, он берет, пикает каких-то героев, он постоянно говорит, что он хочет, там вот я взял это, там давайте сделаем то, у нас появилось больше координации, у нас, в общем, все улучшилось, причем так неплохо, и мне это очень нравится. Вот осенью, зимой еще прошлого года были такие моменты, когда Вега могла достаточно легко обыграть фаворитов, но при этом очень сильно буксовала в игре, скажем, с командами серьезно ниже рангом. Что мы видим после Старладдера? Вы уступали только Spirit, только Na'Vi, то есть командам, которые, по сути, борются за первенство в СНГ с вами. То есть вроде бы команды, которые вы должны обыгрывать, вы обыгрываете. Можно сказать, что вы обретаете вот эту самую стабильность? Я бы сейчас сказал, что наши тренировки в данный момент проходят именно на том, что мы, соответственно, нарабатываем какие-то стратегии, доводим их до совершенства, и конкретно мы пытаемся набрать эту самую стабильность, которая нам очень сильно нужна, потому что, нужно всегда понимать то, что ты, допустим, приезжаешь на какой-то турнир, и ты смотришь на команды, и ты должен, уже для себя в голове, там где-то примерно обозначить то, что так, мы вот этих должны выиграть 100%, так, нужно бороться с этими. А часто получается то, что мы приезжаем, и те команды, которые мы вообще не брали в расчет, мы им внезапно проигрывали. Это вот нужно срочно избавляться, мы от этого избавляемся, очень хорошо у нас с этим пока все получается, и, надеюсь, будет получаться дальше. Не могу не поговорить про предстоящую встречу с Alliance в рамках Captain's Draft. Если ты что-то смотрел из их игр, то можешь поделиться впечатлениями от их игры и, не знаю, может быть, ты или ваша команда что-то берет от них, учитывая, что они показывают в этом патче? Если не вдаваться в подробности, то мы хорошо знаем альянсов, и альянсы хорошо знают нас в этом плане. Будет тяжело, понятное дело, потому что мы не две незнакомые команды. Они будут примерно прикидывать наши драфты, мы будем прикидывать их драфты. И будет уже соревнования, я думаю. Я не думаю, что там будут какие-то
перепики, недопики. Я думаю, здесь будет соревнование по личному скиллу, и там поймем, кто сильнее. Мне так кажется, будет проходить. Ну и напоследок можешь в целом рассказать, как сейчас тренируется команда? Это что? Это вот обычные КВшки-официалки, там в перерывах до этого пабы? Или, не знаю, может быть, что-то особое предпринимаете? То есть понятно, что вы сейчас онлайн, не на буткемпе, но, может, ведется какая-то дополнительная работа, какие-то, я не знаю, стратегические обсуждения, командный дух или нет? Ну, обсуждение всегда какое-то идет. Ну, если забыть про официалки и про КВшки, то, соответственно, обычно матчмейкинг. Там кто на ком хочет, там тренируется, играет, не играет. Там нужно этого героя, там улучшить, играть на этом, на том. Все пытаются максимально вносить пользы. Вот. Я вообще там ушел с Фейка сейчас играю, потому что я уже потерял веру в то, что я с своего аккаунта могу что-то выиграть. Мне вообще не получается. Сейчас в Фейк стараюсь играть в основном. Там тоже много тренируюсь. На своем только официалке играю, на КВшке. Вот. Идет какой-то там, бывают разборы реплеев, но они такие бывают в основном нежданные. То есть мы, допустим, выиграли или проиграли. Часто такое происходит, то что мы все понимаем, из-за чего все это произошло, но когда уже происходит какое-то недопонимание, когда позиции как бы разные у людей, когда один считает, что то это, в этом случае мы смотрим реплей. А так обычно все наши ошибки, мы их видим еще во время игры и знаем, как нужно было сделать лучше. И если нужно посмотреть реплей, то все смотрят для себя. Так вообще только в момент споров каких-то мы смотрим их вместе. Вот. Наверное, все. Собственно, я думаю, что мы хотим поблагодарить Пашу и пожелать ему удачи в предстоящих официалках. Легкими они вряд ли будут, но мы желаем тебе, чтобы они были легкими прежде всего для Веги. Ну и напоследок помаши рукой в камеру и пожелай кому-нибудь чего-нибудь. Удачи вам, любви, здоровья, счастья. Спасибо большое, что болеете за нас, спасибо большое, что нас смотрите, мы стараемся, мы прогрессируем, надеюсь, мы будем расти и только расти. Передать привет я хочу всем, кто, соответственно, за нас болеет, тем, кто нас верит, передать привет хочу своей семье, которая тоже переживает, думает, как я там что делаю, как я играю. Всем привет, спасибо большое организации Vega, соответственно, в котором мы играем. Спасибо большое спонсору Nitrogen. Спасибо всем большое и до новых встреч. Спасибо.